Привет, вы на канале Взлет, меня зовут Ольга. В этом видео я покажу вам стойкие тени карандаш The One Color Unlimited в 4 новых летних сочных оттенках. Посмотрим сводчи на руке и сравним цвет стика с каталогом. Если вам это интересно, поехали. Высокопигментированные стойкие тени уже давно завоевали любовь покупателей. Они хорошо тушуются, очень круто держатся, долго не скатываются в складку века. И, в общем-то, на них можно рассчитывать. И при этом они оставляют красивое сияние в макияже глаз. И сейчас в Oriflame вышли 4 новых летних оттенка. В каждом стике 1,2 грамма. И производство у них Германия. Можно наносить оттенки на все веко, можно только на линию роста ресниц, чтобы сделать интенсивную цветную яркую подводку, которая сейчас в тренде. Можно тушевать, а можно наоборот наносить в несколько слоев для более интенсивного оттенка. Точить не надо, они просто выкручиваются, и водостойкие. Удалять макияж глаз после этих теней надо будет с помощью средства для снятия водостойкой косметики. Давайте смотреть оттенки. 45391. Первый оттенок у нас бирюза или turquoise. И если вы подписаны на мой телеграм-канал Баблик, то вы уже видели эти сводчи, видео-кружочки. Там немного такой сероватый оттенок, а здесь мы старались добиться максимально точного, но тем не менее уже 4 вот этих сочных оттенка вы могли бы посмотреть. Поэтому подписывайтесь на Баблик, и там вы сможете узнавать от меня новости немного раньше. Итак, turquoise у нас цвета морской волны, зеленовато-синий, очень красивый для курортного макияжа, либо насыщенного ярко пигментированного летнего. Будет, конечно, украшать любую девушку. Следующий оттенок 45392. Называется он ультрафиолет. И, знаете, под разным освещением выглядит по-разному. При дневном свете он уходит в более синий, а если вы сделаете вечерний макияж, то этот ультрафиолет начинает бликовать действительно каким-то фиолетовым отливом, но еле заметным. То есть, что это значит? Вот чисто синим я бы его не назвала. У него есть вот какие-то примеси, ну, может быть, вот этот серебряный шиммер такой очень интенсивный дает вот этот перелив, но тем не менее оттенок очень красивый. Это не индиго, он слегка приглушенный, как синий, но тем не менее остается очень ярким цветом. Если мы будем сравнивать с фотосводчем в каталоге, то здесь тоже видно, если свет падает на стик, то он выглядит светлее. Если мы будем заходить в какое-то затемненное помещение, если меньше света на вашем макияже, в данном случае вот на стике, то он выглядит как темные оттенки фотосводча. Вот, видимо, здесь специально сделали такие переливы, чтобы вы могли наблюдать, как играет свет. Следующий оттенок у нас зефир, 45393. И что интересно, в английской версии он называется peach, то есть персик. И возможно, это персик, возможно, это зефир, но, на мой взгляд, это самое настоящее розовое золото. И если вы хотите такие оттенки в макияже глаз, именно золотистые, но уходящие, ну, может быть, в персиковый, ладно, но все-таки вот в какой-то в розовинку золотую, то обратите внимание на этот тон. Опять же, если мы сравниваем, вот обратите внимание на фотосводч каталоге, на веки это прямо золото, потому что такой свет падает на модель. Это не потому что цветопередача, это потому что вот этот стик будет играть абсолютно по-разному при разном освещении. На фото сводче в квадратике вы видите, что здесь прям вот как будто бы другие тени, но если мы сравним со стиком, который вот у меня в руках, то мы увидим, что действительно есть и розовый, и золотой здесь, и персиковый. Очень интересный, многогранный оттенок, но если у вас смуглая кожа, возможно, он будет сливаться, но тем не менее вы можете сделать такой перелив на веках с помощью вот этого оттенка и придать взгляду игривости и макияжу интенсивности.
интенсивности. И четвертый тон 45394 «Слюда», а английское название это «Морозный уголек». И вот уголек идеально подходит, потому что это серо-серебристый оттенок. Ну, девочки, это для тех, кто хочет смоки, но не черный, такой супер насыщенный матовый, а серебристый. Тут еще мастер визажа, есть серебристый смоки, но я думаю, должен быть. То есть в темных оттенках можно выполнить макияж. Глаз можно сделать подводку, такую серо-серебристую. Ну, будет очень выглядеть эффектно. И опять мы обращаем внимание на сводч каталоги и видим, что на веки отдает даже зеленым немного. И я думаю, что будет вот такой зеленоватый отлив, когда вы будете в более темное место куда-то входить, либо вечером вы будете делать этот макияж, и тогда будет появляться зелень. Вот сейчас при ярком освещении я вижу прям чистый серый оттенок. При даже вот дневном освещении этот оттенок немного, совсем, ну, капельку уходит зеленый, ну, вот как и на веки. И рядом мы видим фотосводч, где уже тон больше приближен к стику. И также из-за такого очень насыщенного шиммера здесь будет оттенок уходить либо в серебро, прямо такое, знаете, как хром, красивый такой серебристый хром, либо будет уходить прям в темный оттенок, но в любом случае безумно красивый цвет, мне очень нравится. Стойкость у этих теней до 12 часов, и если вы просто попадете под воду, то вода не смоет ваш макияж. Если вы будете тереть, возможно, вы сотрете часть блесток, но все равно макияж у вас останется. Ну, а веки все-таки мы интенсивно не трем, так как вот, например, я бы потерла руку. И поэтому вы можете быть уверены, что на пляже, на вечеринке у бассейна ваш макияж останется ярким, насыщенным, как будто вы только что его сделали. Очень удачные оттенки, расширение линейки стойких теней карандашей The One мне понравились. А понравились ли вам? Я с удовольствием почитаю в комментариях. Ставьте лайк, если вам был интересен и полезен мой разбор оттенков. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Взлет и нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещение, посмотреть новое видео новинках Oriflame на нашем канале самыми первыми. Пока-пока.